Только вообразите, каким мог бы быть мир, если бы в нем не было ни войн, ни границ, ни ненавистного будильника в 8 утра. Вы могли спать под звездами и есть только когда голодны. Звучит как рай? Ха, именно так наши предки вообще-то и прожили большую часть своей истории. Но был важный нюанс, они регулярно балансировали на грани полного вымирания нашего вида. В этом ролике я расскажу, как первобытный страх голода породил, пожалуй, сильнейший наркотик в истории. Именно он сделал нас доминирующим видом, но отнял свободу и добавил много сопутствующих побочек. Если что, я про сельское хозяйство сейчас говорю, а не про то, о чем вы бы могли подумать. Эта история начинается около 14 тысяч лет назад. Ледниковый период отступил, но это принесло не только облегчение. Следом исчезает почти вся мегафауна, животные тяжелее 400 килограмм. С одной стороны, люди просто научились слишком уж хорошо охотиться, но с другой, мелкие животные всегда умели лучше адаптироваться. В итоге охота стала страдать, а лучшим местом для собирательства оказался плодородный полумесяц. Это земли Леванта и Месопотамии. Именно здесь, в 10 тысячелетии до нашей эры, начинается неолитическая революция. Один очень наблюдательный человек заметил, что некоторые остатки еды могут прорасти и стать новой едой, запустив этим цепочку событий, которая приведет нас к городам и налогам, колониализму и роликам на ютубе про сельское хозяйство. Сегодня нам, конечно, все кажется простым, вон Мэтт Дэймон вообще на Марсе картошку вырастил, но нашим предкам понадобились тысячелетия, чтобы одомашнить растения и животных. Например, дикий теосинты превращался в современную кукурузу 4000 лет, и понадобилось для этого 5 случайных мутаций. Но стратегия как будто работает. К 5 тысячелетию до нашей эры население Земли выросло в 10 раз. Но лучше подумайте вот о чем. Уверен, все слышали про наскальную живопись. Но в каком веке, скажите-ка мне, впервые появилась живопись на полях? А вот то-то же. И все потому, что у охотников и собирателей не было проблем с work-life balance. А вот земледельцы из неолита, по разным оценкам, работали уже на 2-4 часа в день больше, и бонусом получили диковинные болезни от животных и проблемы с зубами и скелетом. Но для моей истории самое важное другое. Именно в этот период у людей впервые появляются активы. Земля, урожай, скот, в общем, все те ресурсы, которые можно отнять и поделить. Это у охотников не было ничего ценного, а с этого момента война за ресурсы начинает иметь какой-то смысл. Считается, что первые государства возникли сами собой. Людей стало больше, жить они стали кучнее, и вот уже как-то само собой так получилось, что каждые 4 года выбираем президента. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Первобытные люди активно боролись за пашню с дикой природой. Нужно было вырубать леса, осушать болота, орошать поля, строить амбары для хранения и планировать оборону. И кто-то должен был все это организовывать. Так появляется первый бюрократ. Человек, который ничего не выращивал сам, но ел за счет других. Чтобы это стало в принципе возможно, придумали налоги. Даже письменность появилась вообще не ради искусства, а только чтобы не забыть, кто кому сколько должен. Прошло еще немного времени, и вот уже один платит больше, другой меньше, третий просто бдит с копьем в руках. Добро пожаловать в новую реальность. Государство, где иерархия и социальное неравенство становятся нормой. А с появлением медных орудий еды становится еще больше. Это повышает спрос на новых специалистов, всевозможных кузнецов, ремесленников, торговцев, жрецов и так далее. Все они, конечно, приносят пользу, но по-разному. Царям так вообще досталась самая сложная работа – транслировать на грешную землю волю богов. Зато крестьянам самое лафа, знай свое, паши поле за себя и за того парня. Джеймс Скотт, профессор Йеля и самый читаемый социолог в мире, идет еще дальше в критике сельского хозяйства. В своей книге «Против зерна» он называет ранние государства не иначе как фабриками для роста населения, где люди были таким же одомашненным скотом, покорным и однозадачным. Все государства тогда жили в простом цикле. Чем больше населения, тем активнее можно грабить соседей и угонять их в рабство. Тем богаче вы становитесь, и тем еще больше населения можно прокормить. Повторить. Ну а пшеница как раз и стала тем, что запустила этот цикл впервые. Забота таких государств о людях была соответственной: вовремя доить и не давать сбежать из стойла. Для чего всех, собственно, и держат в страхе. Именно так в древности зарождаются деспотизм и тирания. А происходит это все на фоне мощнейшего технологического прогресса.
Использование колодцев и систем орошения позволяет людям отодвигаться от рек. Появляются первые металлические орудия труда вроде серпов, начинается использование навоза и севооборота, чтобы почва служила дольше и эффективней. А домашний тягловой скот работает в поле вместе с мужчинами. Именно так появились саха, плуг и патриархат. Это приводит к еще пятикратному росту населения к концу Медного века, уже до 100 миллионов человек. Но вместе с кажущейся стабильностью, а теперь о вымирании нашего вида, в общем-то, не может быть и речи. Человечество все сильнее погружается в кабалу и рабство. Не уверен, что изначальный план был именно такой. Думаю, вы поняли вектор нашего исторического приключения. Дальше будет только мрачнее, так что предлагаю ненадолго отвлечься и поставить лайк этому ролику. Позитивные видео на этом канале выходят, наверное, почаще, так что не бойтесь подписываться. А еще есть много разных способов меня поддержать. Морально можно в комментариях, а финансово по ссылкам в описании. А то я что-то все чаще стал задумываться, что занимаюсь какой-то ерундой. Но знаете, что точно не было ерундой? Бронза. Твердый и прочный сплав меди с оловом, которые, правда, не залегают в природе рядом друг с другом. Эта оказия резко раздувает касту торговцев и усиливает касту управленцев. Теперь они контролируют уже два главных ресурса на планете – еду и металл. Новые инструменты позволяют еще эффективнее возводить дороги и плотины, рыть каналы и колодцы, а с появлением колеса и повозок города и вовсе перестают зависеть от собственных пахотных земель. Теперь еду можно привозить издалека. И на таких вот казенных харчах Вавилон становится первым мегаполисом того времени, перевалив за 100 тысяч жителей. Но бронзовый век породил не только новые орудия, но и оружие. Начинается модернизация войны. Больше никакой вам самодеятельности с ополченцами. Утром они разбивают землю, а вечером головы врагов. Причем одной и той же мотыгой нет. Теперь в ход идет профессиональная армия. Это придумала Аккадская держава и тут же стала первой империей в истории человечества. Ну и раз уж все оружие теперь принадлежит специально обученным людям, то сам Бог велел начать трясти земледельцев еще больше. Аккадская система налогообложения Бала повесила на них примерно 500 000 государственных ртов. Плата взималась на содержание царского двора, администрации, солдат, храмов, системы орошения и даже на общественные работы. И, конечно, под этой конструкцией уже пряталась бомба замедленного действия. Рост аппетитов на фоне отсутствия реальных прорывных технологий в сельском хозяйстве приведет к катастрофе бронзового века, как ее назовут историки, а экономисты же скажут к мальтузианскому кризису. Суть его проста. Если не происходит ничего эдакого, то население обычно растет в геометрической прогрессии, а еда в арифметической, то есть медленно. И в какой-то момент ее тупо перестает хватать на всех, а благополучную жизнь моментально сменяет голод. Начинаются переселения, эпидемии, войны за ресурсы и крах государств. В нашей же истории первые тревожные звоночки начинаются в 2020-х годах до нашей эры. Затяжная засуха сносит с мировой карты и ту самую Аккадскую империю, и древнее царство в Египте, и культуру Лянджу в Китае, и цивилизации долины Инда. Мир, раздувшийся от перенаселения, впервые в истории треснул по швам. Но финальный коллапс произошел 1000 лет спустя, когда одновременно навалилась засуха и землетрясение, спровоцировав все остальные события. В Египте происходит первый в истории голодный бунт, но на самом деле это массовое явление. Многие города-государства того времени разрушат изнутри именно голодные люди. В поисках лучшей жизни активизируется миграция так называемых народов моря, что развязывает множество локальных конфликтов за ресурсы. В этот период распадутся хеттская и микенская цивилизации, Египет развалится на части, а Греция скатится в персональные темные века. А вместе с крахом мировой торговли у людей еще и пропадает бронза. К счастью, из руин Хеттской империи по миру распространяется шепот о новой технологии. Железо всегда было гораздо более распространено в природе, но только местным умельцам впервые удалось достичь его температуры плавления. Железо не привело прям к революции в сельском хозяйстве, но позволило вспахать даже самую каменистую почву и подвести к ней воду, что было критичным, например, для Греции. На Ближнем же Востоке новые орудия используются для объединения колодцев в системе Кирис, таких подземных водопроводов. Но вот где случается настоящий прорыв в те годы, это в умах. В VII веке до нашей эры формируется концепция денег, банков и кредитования, а в VI веке появляется демократия. Казалось бы, вот он, рай для угнетенных. Но, конечно же, нет, рабства стало даже больше.
Раньше надо было хотя бы войну проиграть, теперь рабом можно было стать, не выходя из дома. Достаточно просто не вернуть долги. Но благодаря бесплатному труду крупные землевладельцы становятся еще крупнее и богаче. И превращаются в латифундии, эдакие первые аграрные корпорации, у которых есть главное – капитал. А значит, они могут играть в долгую, одной рукой поглощать мелких фермеров, у которых нет преимуществ рабского труда, а другой рукой сажать деревья, которые начнут плодоносить лет через 10. В отличие от вечно голодных частников, у них есть это время. С таким подходом бедные почвы начинают рождать богатый экспорт. Оливковое масло, вино, сухофрукты – это все та валюта, которая с лихвой компенсирует грекам низкий урожай зерновых и запускает великую греческую колонизацию. Они заселяют почти всю прибрежную зону Средиземного и даже Черного моря, создав первую в истории колониальную империю. Так что вот кто-кто, а греки точно могут пояснить за то, чей все-таки Крым. А для тех, кто не хочет ни в рабство, ни покорять новые территории, не вписался, так сказать, в рынок, придумывают институт наемничества. Ну, то есть мало было людям тирании, налогов и рабства, теперь им прям в деньгах озвучили, сколько стоит их жизнь. Впрочем, пока оседлые цивилизации все глубже застревали в рутине сельского хозяйства и первого колониализма, кочевых персов возглавляет молодой и амбициозный Кир Великий. Свободные от проблем земледелия кочевники сохранили мобильность и открытость ко всему новому. Они терпимее к чужой культуре и легче договариваются с противниками. Их активный образ жизни, навыки верховой езды и рацион с большим количеством мяса еще и сделал их физически более подготовленными к любой борьбе. В итоге всего за 30 лет Кир создает империю от Инда до Нила. И, как говорится, запомните этот твит. Кочевники на протяжении всей истории будут регулярно давать люлей всем этим оседлым цивилизациям. За следующие 200 лет произойдет 3 крупнейших войны своего времени, которые унесут более полумиллиона жизней. Греко-персидская, Пелопонесская и завоевание Александра Македонского. Думаю, это все-таки не было очередным мальтузианским кризисом, скорее личными амбициями правителей, но нарастающий вопрос перенаселения они все-таки решили. А пока крупнейшие империи того времени развлекаются войнами, рядом разрастается Рим. Возможно, вы сейчас ждете рассказа о каком-то гениальном изобретении, которое превратило небольшую республику в супердержаву. Не поверите, римляне не изобрели вообще ничего революционного, но, надо признать, они были исключительными инженерами и систематизаторами, и все, до чего дотягивались, доводили до абсолюта. Раньше киризы подстраивались под рельеф местности, теперь римляне сами создавали этот рельеф с помощью акведуков. Пока греки радовались металлическому плугу, римляне придумывали добавлять к нему лемех и сошник. А когда в Галлии они подсмотрят концепт колесного плуга, то моментально распространят новшества по всей империи. Их эмпирические наблюдения о том, что бобовые культуры работают как природное удобрение, позволили усовершенствовать севооборот, а их научный подход к сельскому хозяйству в принципе привел к специализации на конкретных культурах каждого региона империи, которые замкнут в единую экономическую систему через сеть первоклассных для того времени дорог. Параллельно с разработкой военных технологий римские инженеры дорабатывают и сельскохозяйственные. Например, такая невинная вещь, как пресс и дробилка для вина или оливкового масла, смогли ускорить процесс производства в несколько раз. Римские латифундии, осознавшие идею экономии на масштабе, разрослись до размеров, сопоставимых с провинциями. Уверен, кстати, что многим известна едкая фраза Томаса Мора о том, как овца съела крестьянина. Однако мало кто знает, что это лишь жалкая пародия. Неповторимый оригинал сформулировал Плиний Старший еще на рубеже нашей и не нашей эры. Латифундии уже разрушили Италию и скоро разрушат римские провинции. Суть претензий Плиния сводилась к тому, что латифундии были исключительно успешными, но вообще не требовали рабочей силы свободных граждан. В итоге тысячи безработных шли в армию, потому что других вариантов просто не было. А армия шла в поход, потому что латифундиям требовались новые рабы. Все просто и как будто бы где-то я это уже слышал. Ладно, знаете что, на самом деле я слукавил. Была в Риме одна невероятно инновационная технология, практически разделившая жизнь человечества на до и после. Хотите угадать самостоятельно? Тогда, внимание, черный ящик. В нем находится то, что работает по-разному, будучи мокрым или сухим. Первое как раз и появилось в Риме, тогда как второе стало культовым в Голландии, а самой яростной атаке подверглось в Испании.
Вот как греческий эпиграмматик тех лет ознаменовал это изобретение. Девушки, даже если крик петуха возвещает рассвет, продолжайте спать, ибо Диметра возложила труды ваших рук на нимф. Что в черном ящике? Ну что, есть версии? Ставьте паузу, пишите комментарии. Но я сейчас говорю о мельницах. И водяную как раз изобрел в середине 3 века до нашей эры греческий инженер Филон Византийский. Впрочем, многие историки вообще не связывают расцвет Рима с их инженерами, а лишь с везением. С примерно 2050 года до нашей эры и по 400 год нашей эры наблюдалась температурная аномалия, которую так и назовут – римский теплый период, который уже сам по себе повысил плодородие всех земель. Дела шли настолько хорошо, что к началу 2 века нашей эры население империи достигает 65 миллионов человек, четверть от общемировой, а Рим становится первым в истории городом-миллионником. Звучит подозрительно хорошо для водяной мельницы в качестве единственного прорывного изобретения за 1000 лет, не правда ли? Да, распад Рима почти в точности повторил кризис Бронзового века. Похолодание и засуха, начавшиеся примерно в 338 году, вынуждают гуннов искать новые пастбища, чуть южнее. И, к слову, это будет очередной кочевой народ, который знатно так наваляет всем этим оседлым слабакам. Но мы сейчас не об этом. Их маневр запускает так называемое «великое переселение народов». Все будут бегать друг от друга, и по цепочке это приведет к нападению варваров на окраины Западной Римской империи, которая, собственно, и падет в конце 5 века. Апогеем природных катаклизмов стала вулканическая зима 536 года, за которой начинается другая климатическая аномалия – малоледниковый период античности. Следом, конечно же, идут неурожаи, голод и первая в истории пандемия – чума Юстиниана, которая выкосит примерно четверть населения Европы. Ну а последовавшие за этим примерно 5 веков научной и культурной стагнации получат простое и честное название – «Темные века». Государства распались до мелкой феодальной раздробленности, где выживание каждой захудалой территории зависело исключительно от урожая. Но чтобы крестьяне не сбежали к более доброму соседу, благо бежать было недалеко, их просто-напросто лишают почти всех прав. Труд крепостных был лишь немного более мотивированным, чем рабский, и никак не мог разогнать захудалую европейскую экономику. Зато вот на Востоке засиял золотой век халифата. Некоторые историки, вроде Эндрю Уотсона, даже заявляют о исламской сельскохозяйственной революции. Но на деле все его доводы сводятся к толковым инженерам, мудрой систематизации и освоению испанской целины, где и раньше, в общем-то, жили одни кочевники. Зато вот в позднем Средневековье наконец-то появляются 3 ключевых агротехнологии, которые идеально дополняют друг друга. Севооборот расширяется 3-м полем с бобовыми, которые обогащают почву и дают корм скоту. Лошадям наконец-то придумали нормальную сбрую, и внезапно оказалось, что они гораздо эффективнее быков, а появление тяжелого плуга с отвалом в разы повысило КПД, позволяя переворачивать пласты земли всего за один проход. Добавьте сюда появление ветряных мельниц и получаем необходимое и достаточное условие для стремительного роста населения. Помог еще и климат. В мире начинается почти 300-летний средневековый теплый период. Ну а как только у человечества все становится хорошо, вы понимаете. Если за 5 темных веков историки насчитали всего 150 войн, то за следующие 400 лет сытой жизни уже вдвое больше и в разы крупнее, чего стоят только крестовые походы, экспансия норманнов или монгольское нашествие. Следом, само собой, удары под дых и от природы. 2 массовых голода в 1258 из-за вулканического пепла и в 1317 из-за ливней, уничтоживших 3 урожая кряду, ознаменовали начало малого ледникового периода, и походя выкосили до 10% населения, знатно ослабив оставшимся иммунитет. Логично, что последовавшая через 30 лет эпидемия чумы прикончила еще примерно половину населения, поставив жирную финальную точку в очередном мальтузианском коллапсе. Парадоксально, что именно эти последовательные трагедии, а не какие-то там научные и философские достижения, впервые в истории привели к стремительному улучшению жизни крестьян и появлению у них именно новых прав, а не обязанностей. Все объяснялось довольно просто. Дефицит рабочих рук взвинтил зарплаты, а заброшенные поля, которые физически не успевали обрабатывать, превратились в пастбища для скота, существенно улучшив рацион. Вот что я называю настоящим рабоче-крестьянским ренессансом.
Но радость была недолгой. Рост благосостояния и приток золота, вывезенного из Южной Америки, повышает спрос на более качественную шерстяную одежду. Поголовье овец и размеры пастбищ начинают увеличиваться, а крестьян бесцеремонно выставляют за забор. Так начинается процесс огораживания, захват общинных земель, который, кстати, и окрестят емким «овца съела человека». События, в общем-то, полностью повторили римскую драму латифундий. Вчерашние деревенщины от безысходности пойдут во флот и станут винтиками колониализма. Сами же аграрные корпорации на рабском труду получат вторую жизнь, разве что сменят название, континент и ассортимент, сосредоточившись в основном на кофе, табаке, сахарном тростнике и хлопке. Именно в это время человеческая жизнь обесценивается какими-то уже рекордными темпами. Колониальные войны, новые болезни и кораблекрушения уносят до 100 миллионов человеческих жизней. Сопутствующий экономический ущерб также колоссален, и его частично пытались исследовать недавние нобелевские лауреаты Аджемоглу и Робинсон. Но пока Новый Свет и Африка тонут в крови, старушка Европа готовит новый переворот – британскую аграрную революцию. Она начинается с перехода на четырехпольный севооборот – пшеница, репа, ячмень и клевер. Две культуры восстанавливают азот в почве, две другие потребляют. Баланс. Теперь землю можно не оставлять под паром, а кормовая база для скота растет. Из Нового Света еще и завозят картофель и кукурузу. Это сельскохозяйственные культуры, которые вчистую выигрывают у имеющихся по пищевой ценности на гектар. Бедные страны массово переходят на них и перестают страдать от голода. В Нидерландах появляется облегченный цельный лютой плуг, ставший хитом в северных широтах. Голландские инженеры вообще тогда были в ударе. Они лидеры в обслуживании почв, пионеры строительства каналов, дренажных систем и дамб. В стране появляются заливные луга и даже первые прототипы теплиц. И, не поверите, в XVIII веке впервые в истории начинается массовое разведение крупного рогатого скота на мясо. Раньше только для молока и полевых работ. Здесь настоящую революцию совершил Роберт Бейквелл. Всего за 80 лет средний вес бычьей туши вырос вдвое благодаря его селекционным экспериментам. Итог, в общем-то, закономерен. К 19 веку урожайность зерновых взлетает втрое, бобовых вдвое, а население Земли пробивает отметку в 1 миллиард человек. Адам Смит, а за ним и Карл Маркс, метко опишут этот период как первоначальное накопление капитала. Излишков еды хватало, чтобы прокормить растущее городское население, а прибыль, особенно из колоний, давала тот самый капитал, который вложат в заводы, шахты и фабрики. Это создает идеальную почву для промышленной революции и для появления капитализма. Маркс считал, что именно с него и началась эксплуатация человека человеком. Наивный. Это началось с первым посевом пшеницы еще 14 тысяч лет назад. Но факт есть факт. Машиностроение просто взрывает сельскохозяйственный рынок. Наконец-то появляются сеялки и жатки, которые тысячелетиями оставались в статусе интересных прототипов. Молотилки отправят в музей допотопные цепы, а культиваторы наконец-то заменяют мотыги и бороды. К середине 19 века их объединяют в единый аппарат. Сперва на лошадиной или тракторной тяге, а в 20 веке комбайны станут уже самоходными. Успехи в химии расширяют понимание удобрений. Сперва используют перемолотые кости и пепел. Потом переключаются на капролиты, а затем даже импортируют гуано и чилийскую селитру из Южной Америки. Появление паровозов и пароходов упрощает мировую торговлю настолько, что главной продовольственной житницей становится прерии Среднего Запада. 2 миллиард человек на планете добавился всего за 123 года. Не помешала даже Первая мировая война и другие проблемы перенаселенности. Так, в 1845 году в Европу попадает грибок, массово уничтожавший посевы картофеля. Сильнее всего это бьет, нет, не по Беларуси, по Ирландии. Страна потеряет четверть населения и еще столько же эмигрирует. Массовый голод становится последней каплей перед весной наций. Череды революций в большинстве стран Европы. Впрочем, эпидемии бушевали и среди людей. В Азии холера и чума, а в Европе испанка. С 1873 по 1796 в Европе и вовсе случается Великая депрессия, возможно, первый экономический кризис в истории человечества. Ну и как это обычно происходит во время интенсивного роста населения, этот период становится одним из худших для обычных людей. Капитализм выжимал из рабочих все соки. 14-часовой рабочий день 6 дней в неделю становится нормой, как и детский труд. Люди изнемогают от фабричной жары и влажности, дышат ядовитыми химикатами и угольной пылью, убивая свои легкие, а антисанитария порождает эпидемии туберкулеза, тифа и холеры. Заканчивается же этот период колониальным переделом в Африке и 2 мировыми войнами. С
Спасает лишь технологический прогресс и послевоенное восстановление, которые вновь привели к дефициту рабочих рук, как это было в XIV веке. Нормой резко становится 8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, и на самом-то деле это лучший показатель рабочего времени с тех самых пор, как мы перестали охотиться на мамонтов. Говорят, что война еще и решила проблему перенаселения, но планета как будто и не замечает такой помощи. Третий миллиард прирос всего за 33 года, четвертый вообще за 14. И у этого всего есть причина – зеленая аграрная революция. Американец Норман Борлок даже получил Нобелевскую премию мира за то, что спас от голода более миллиарда человек, благодаря выведению карликовой пшеницы, идеально подходящей для тропических широт. Китайскому агроному Юань Лунпину приписывают похожий масштаб спасенных жизней благодаря уже гибридному рису. Суть зеленой революции – это высокоурожайные гибриды, помноженные на синтетические и известковые удобрения, пестициды, гербициды и, конечно же, мощные сельскохозяйственные машины с двигателями внутреннего сгорания. А вещи вроде опреснения и капельного орошения в Израиле еще и позволили выращивать богатый урожай там, где, казалось бы, почва вообще не приспособлена к сельскому хозяйству. Сам Борлок предупреждал, зеленая революция лишь передышка в войне с голодом лет на 10-20 максимум. К счастью, развитие его идей получило новую жизнь вместе с генной инженерией. Те свойства растений, которые нельзя было получить селекцией и скрещиванием, были получены изменением генов. Потом подоспела и новая промышленная революция, а развитие компьютерных технологий и датчиков привело к появлению точного земледелия, когда каждый кусок почвы управляется отдельно. Развитие робототехники вовсе позволило сократить долю людей, работающих в сельском хозяйстве, в разы, до 25% в среднем по миру, 3% в развитых странах и примерно 6% в России. Сейчас же прогнозируют, что к 2050 году население Земли может увеличиться уже до 10 миллиардов, что потребует увеличения производства продовольствия на 70%. Интересно, появятся ли технологии, которые смогут все это обеспечить, или же нас ждет очередной мальтузианский кошмар? Катаклизмы, эпидемии, войны, хотя постойте-ка. Что ж, наверное, пора подытожить, к чему все-таки привели нас эти 14 тысячелетий развития сельского хозяйства. Несмотря на кажущуюся сытость современного мира, 2,3 миллиарда человек страдают от нехватки продовольствия, причем 860 миллионов из них хронически. Со свободой перемещения тоже, знаете ли, хватает нюансов, особенно когда в кармане у тебя красный российский паспорт. Собственно, жилье в развитых странах становится практически недоступным. Агентство House Simple оценили, что большинство британцев никогда не накопят на первый взнос. Психологическое здоровье людей тоже на минимумах. Примерно 80% не нравится то, чем они занимаются, а от 30 до 70% регулярно испытывает стресс. Впрочем, это все вообще ерунда, а реально пугают недавние оценки агентства Walk Free. Почти 50 миллионов человек сегодня находятся в той или иной форме рабства. Да, именно в нашу высокотехнологичную эру, и да, больше, чем когда-либо в истории человечества. И не то, чтобы был какой-то другой ответ на вопрос, стоил ли того весь этот технологический прогресс. Конечно, стоил. Но иногда нет-нет, да и посещают мысли, что надо было все-таки оторвать руки тому самому слишком наблюдательному доисторическому охотнику и собирателю. Что ж, с вас лайки и репосты, а с меня новый ролик когда-нибудь. Всем пока.